Атмосферный готический детектив, исторический фильм, долгожданная анимация и не только в сегодняшнем выпуске. Привет, вы на канале Shadow Tavern, и сегодня у меня для вас 4 отличных новых фильма, которые уже вышли в хорошем качестве. Располагайтесь поудобнее, согревайтесь вкусным чаем и приятного просмотра. Кот в сапогах 2. Последнее желание. Кот в сапогах, бесшабашный искатель приключений, дамский угодник и герой, был раздавлен церковным колоколом после своей очередной победы над гигантским чудовищем. Очнувшись, кот понял, что его страсть к приключениям взяла свое. Он израсходовал 8 из 9 кошачьих жизней, и у него осталась лишь одна. Сначала он думал, что в этом нет ничего страшного, но встреча со зловещим волком заставила его пересмотреть свои приоритеты. Когда Златовласка и 3 медведя рассказывают ему о звезде желаний, кот решает найти ее, чтобы загадать желание и отмотать счетчик 9 жизней на начало. «Кот в сапогах 2» — фантастическое продолжение оригинального фильма. Самое удивительное и примечательное — сиквел был выпущен спустя 11 лет после оригинала, и он, несомненно, намного лучше оригинала. Одно очень заметное отличие — это стиль анимации. Конечно, большая часть сделана в 3D, но есть и 2D-арт, будто персонажи прорисованы вручную, что особенно заметно в «Волке» и в сценах драк. На визуальную трансформацию, похоже, повлиял растущий финансовый успех аниме и красочной западной анимации, вроде Человека-паука через вселенной. Цвета, текстуры, тени и эффекты просто восхитительны. Темп также заметно стал лучше. Персонажи очаровательны, а шутки великолепны. В то же время в фильме удается передать идеи преданности, важности командной работы и доверия к другим, не говоря уже о том, что в фильме много сердца и доброты, и все это рассказано в форме, доступной для всех возрастов. Для себя я, возможно, уже нашел один из самых душевных и смешных фильмов этого года. «Оборотень» фильм. Прежде чем переходить к синопсису, я не понимаю логики локализованного названия, ведь и персонажи, и сюжет — все это продолжение известного сериала «Волчонок», снятого по мотивам известного фильма, тоже «Волчонок». Видимо, «Оборотень» звучит брутальнее и должен лучше продать новинку. Ну и ладно. «Оборотень» фильм — сверхъестественная, драматическая Young Adult премьера, продолжение хитового сериала MTV. Как и сериал, фильм был снят по сценарию Джеффа Дэвиса. Примечательно, что для исполнения ролей персонажей вернули оригинальный актерский состав, знакомый поклонникам еще с 2011 года. На момент действия фильма Скотт МакКолл научился жить нормальной человеческой жизнью и устроился на работу ветеринаром. Однако, несмотря на все пережитое в прошлом, Скотт оказывается не готов к приходу нового зла. С наступлением полнолуния вызываются всевозможные жуткие существа: банши, адские гончие, оборотни, кицуны и другие. И только альфа-оборотень Скотт способен объединить старых и новых союзников, чтобы противостоять угрозе. Битва при Нарвике. Согласно официальному описанию, апрель 1940 года. Внимание всего мира приковано к Нарвику, небольшому городку на севере Норвегии, источнику железной руды, необходимой для немецкой военной машины. После 2 месяцев ожесточенной зимней войны немецкий лидер терпит первое поражение. Новый фильм о Второй мировой войне, снятый в Норвегии, рассказывает историю, отличную от реальных событий на поле боя, где, как утверждает название фильма в международном прокате, Гитлер потерпел свое первое поражение. Обратите внимание, что название фильма явно не самое точно и не фигурирует в самом фильме, даже не подразумевается. Это также становится ясно, если обратиться к открытым источникам и прочитать чуть больше, например, в Википедии. Нас знакомит с исторической справкой о том, почему и как Норвегия объявила себя нейтральной в начале Второй мировой, но Германия в нее вторглась. Затем нас знакомят с главными героями: Гуннаром Тофте, солдатом норвежской армии, и его женой Ингрид, которая работает в гостинице и вынуждена стать переводчиком для главы оккупационных войск. Если интернет не врет, Нарвик стал самым просматриваемым фильмом 2022 года в Норвегии. В нем рассказывается история невинных мирных жителей Нарвика, которые страдают в условиях противостояния английских и немецких войск. «Всевидящее око». Основанный на одноименном романе Луи Боярда, этот готический фильм-мистерия переносит зрителей в Америку времен Гражданской войны. В 1830-х годах детектива Лендера вызывают в престижную военную академию Вест-Пойнт для расследования смерти человека. Погибает курсант, но на следующее утро выясняется ужасающий факт: у молодого человека было удалено сердце. И поскольку теперь самоубийство точно исключено, начальство приказывает расследовать этот ужасный инцидент как можно тише. Не имея возможности получить всю необходимую информацию в частной академии, Лендер прибегает к помощи одинокого курсанта Эдгара Аллана По. Эдгар По, расстающийся с выпивкой и томиками своих стихов, легко решается помочь. И вдвоем они рискуют столкнуться с неведомым злом, который ускользает от всех попыток разгадать тайну. Этот фильм способен заинтересовать вас своим ансамблем прекрасных актеров, во главе которого стоит Кристиан Бейл. Компании ему составляют Гарри Меллинг, Джиллиан Андерсон, Тоби Джонс, Роберт Дюваль, Тимоти Спол, Шарлотта Генсбур и другие. Триллер, действие которого происходит на фоне прекрасного заснеженного Нью-Йорка, очень похож по атмосфере на сонную
темную лощину Тима Бёртона. Не такой мрачный и страшный, но более зрелый и реалистичный. Работа легендарного композитора Говарда Шора придает фильму особое звучание. И снова о кинематографе. Никакого хромакейного безумия и фальшивых декораций, все по-настоящему. И это одна из причин, почему эта мрачная история так захватывает. На этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, то не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями, подписываться на канал и жать на кнопки под плеером. И до встречи в следующем выпуске. Пока!